Приветствую, друзья! Кроме больших и мощных колонок, у компании Tronsmart вышла еще парочка прямо-таки сверхкомпактных решений. Та же T7 Lite, с которой, собственно, нам и предстоит сегодня познакомиться, с легкостью умещается в боковой карман моей осенней куртки и абсолютно любую городскую сумку. По весу тоже что-то около полукилограмма. Зато звук здесь на суммарных 24 ватта, солидная защита от воды, до 24 часов автономной работы, опять же светомузыка и слот для карт памяти microSD. О ней сегодня, как вы поняли, мы и поговорим. Поехали! Приходит аппарат в фирменной коробке с изображением непосредственно колонки и перечнем ее основных достоинств, в числе которых нам выделяют защиту по стандарту IPX7, наличие подсветки и фирменное приложение с эквалайзером. В комплекте шла документация, ремешок на руку и небольшой по длине Type-C кабель. Сама T7 Lite, как видите, легко умещается в хват средней мужской руки, почти полностью обтянута черной водоотталкивающей тканью, а по торцам у нее два пассивных динамика со светодиодной лентой. На корпус же нам вынесли две маленькие ножки, петлю для ремешка, блок управления и под резиновой заглушкой кнопку сброса, зарядный Type-C порт, а также слот для карт памяти. Форматов, как обычно, поддерживается много, но даже MP3 здесь будет более чем достаточно. Из кодеков, увы, лишь базовый SBC. Зато на управляющей панели целых 6 кнопок. Саунд-пульс, плюс и минус для изменения громкости, пауза, она же переключает с Bluetooth на карточку. Непосредственно кнопка коммутации и кнопка включения, на которую также возложили функцию управления светомузыкой. То есть все примерно как в Bang Max. Всего в нее вместили 5 излучателей, 2 из которых полнодиапазонные для левого и правого канала и целых 3 пассивных динамика. Играет все в одну сторону, поэтому к себе колонку лучше располагать логотипом. Воды она не боится, в простое практически не шумит, да и по мощности затыкает за пояс всем известную 3-бит Stormbox Micro 2. В фирменном приложении мы, как обычно, можем обновить прошивку, настроить автоотключение, отрегулировать громкость, выбрать или самостоятельно накрутить пресет эквалайзера, переключить режим работы, настроить сопряжение и, конечно же, поменять или вообще выключить подсветку. Играет же колонка реально неплохо. Лицом к лицу сравнил ее с фирменной 3-бит Stormbox Micro 2 и по басам, сбалансированности, глубине, а также объему звучания эта самая Stormbox заметно так ей уступает. Кроме того, T7 Lite дает нам открытые и очень музыкальные верха, в то время как в 3-бит они серьезно так приглушены. Если же говорить о пространственном звуке, то данный термин подходит исключительно Tronsmart. В случае Micro 2 все словно подвержено небольшой такой компрессии. Во всем, конечно, есть свой кайф. Так, звук 3-бит мне показался более собранным и масштабным, но слегка зажатым. А в T7 Lite, наоборот, слишком много воздуха и послезвучий, но по масштабу он гораздо меньше. Басит лучше герой нашего сегодняшнего обзора, да и по громкости он, очевидно, превосходит Stormbox. В сухом остатке в поход или на велик я бы взял Micro 2, а в офис или чтобы наполнить музыкой комнату T7 Lite. Характер у колонок Tronsmart все тот же. С легким уклоном в нейтральность, неплохой прорисовкой, акцентом на эмоциях и добротной такой выразительностью. Баса в силу габаритов здесь немного, зато и верха особо не ярчат и не раздражают. А следовательно, слушаем мы тут в основном средние частоты, которые имеют довольно неплохое разделение, динамику и слегка прослеживающуюся мелодичность.
Если же вы хотите прямо зажечь, то просто включите режим Sound Pulse. В данном устройстве он строго обязателен. Ну или добро пожаловать в фирменное приложение с эквалайзером. Из недочетов здесь скромный масштаб, бас не сказать, что прямо качает, а Sound Pulse мы получаем чуть ли не surround эффект. В остальном приятное такое сбалансированное звучание с какой-никакой передачей нюансов, жирком и вполне терпимой артикуляцией. Для игр и подкастов она, кстати, тоже годится. По измерениям я получил довольно быстрый по всем характеристикам импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 2,5%, что, как для Bluetooth, весьма достойно. С водопадами на 30 и 60 дБ можете ознакомиться самостоятельно. По АЧХ же мы имеем серьезно так прибранный бас, более-менее ровную середину, непонятный провал на 5,7 кГц, ну и значительное ослабление уровня уже после 16 кГц. Учитывая обозначенные границы, все здесь в достаточной степени ровно, придраться могу лишь к минимуму на 5,7 кГц, но даже он идет с малой добротностью. Режим Sound Pulse, как сами видите, подсвечивает только верх диапазона. Итогом беспроводная колонка Tronsmart T7 Lite очень неплохо собрана, стильно выглядит, имеет приличную защиту от воды, 24 условных ватта мощности, до 24 часов автономной работы, динамическую подсветку и поддержку карт памяти. Да, AUX на этот раз зажали, зато даже на максимуме она способна выдавать чисто и довольно естественное звучание с легким уклоном в нейтральность и, что совсем непостижимо, в разборчивость. Конечно, в силу габаритов девайс не качает, но хотя бы и не пищит. То есть здесь все относительно сбалансировано и более-менее ровно. Не для дискотеки, конечно, однако наполнить звуком пространство она точно сумеет. А на этом, друзья, у меня все. Это была беспроводная колонка Tronsmart T7 Lite. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра!